Девочки, всем привет! Прежде чем начать свою каждодневную уборку, я решила с вами поделиться своим пылесосом. Пылесос у меня Dyson V11 Absolute. В комплект этого пылесоса входили насадки. Вот такая насадка. Обычная, основная, она высокая. Здесь регулируется. Если вы оставите на автоматический, пылесос сам выберет подъем щетки и отрегулирует, на какой высоте ему пылесосить. Это, например, когда я пылесошу кафель и резко перехожу на ковер, он регулируется и поднимает свою щетку. Щетка электрическая, внутри находится мотор. Она очень легкая в уборке, в чистке. Вот здесь есть ключик, откручиваешь его и снимаешь внутреннюю щетку. Она одета прямо на мотор и чистится. Вот такая основная щетка к нему. Вторая вот такая щеточка с микрофиброй, с тряпочкой. Тоже также легка в уходе. Вот здесь стрелочка, вот так мы открываем и внутри тоже снимаем щеточку. Очень легка в уходе, я очень редко ее использую. Эта щетка предназначена для паркетов, для ламинатов. Так как у меня по всей квартире кафель, я использую вот эту основную щетку высокую, и в некоторых местах у меня ковры. В спальной комнате у меня ламинат, постелила я сверх кафеля, мы сами это сделали, квартира съемная, так временно. Там я очень редко его использую. Вот такая щеточка. Еще к нему ходили насадки, вот, разные насадки для всего. Вот эту штуку, вот эту подставку для насадок я приобрела отдельно. Она продавалась на сайте Dyson. Такая насадка, его можно прикрепить к стене. Видите, вот тут есть дырки, чтобы прикрепить к стене и одеть наши насадки, чтобы они у нас все были в доступе. Так, вот эта насадка, это моя самая любимая насадка от этого пылесоса. Это предназначено для текстильных поверхностей, для диванов, матрасов, для любой мебели, для стульев. Я даже с ним пылесошу шторы в зале, потому что у меня шторы очень крепкие, они сделаны не обычной ткань, а шторы у меня из такой ткани, мешковина называется, который отбивает мебель. В основном из него у нас тут делают такие шторы. Вот, ими тоже я пылесошу. Это самая любимая насадка. Очень хорошо собирает кошачью шерсть. Тоже также удобно ее чистить. Вот здесь открываете, вытаскиваете щеточку и прочищаете ее. Так, после уборки я вчера ее помыла полностью. И пока я еще не использовала, хотела вам показать. Вот такая щелевая насадка. Видите, давно использую. 3 года будет апреля этому пылесосу. Я ничуть не пожалела, что его купила. Так, вот такая щеточкой тоже, смотрите, можно вот так убрать щеточку, если вам не нужна. Вот тут тоже щетка маленькая. А если хотите, можно вот так. Она мягкая, с мягкой щеткой насадка, с грубой щеткой насадка. Очень грубая щетка, очень редко ее использую, почти никогда. Но она у меня есть, пусть будет. Она была в комплекте. И с мягкой щеткой. С ними легко чистить углы потолка, там протирать плинтусы, потолочные, все такое. Вот такая насадка. Так, про сам пылесос Dyson. Вот такой он агрегат. Здесь у нас дисплей. Видите, я сняла фильтр, промыла его под водой. Его можно промывать.
раз в месяц по-любому надо его промывать. И если фильтра нет, он не включится. Фильтра нет, он не работает. Он нам дает сигнал, чтобы я делаю фильтр, что он не работает. У него вот это бак, мусор, где накапливается, вот здесь знак максимум. После чистки он очень трудно, как вам, открывается, но через пару открытий он нормализуется. Вот здесь есть кнопочка красная, можно его снять вот так и прочистить вот этот контейнер, просушить его и одеваем по направлению стрелочки. Вот сам фильтр. Вот здесь внутри находится HEPA фильтр, а этот обычный фильтр, его можно промывать под теплой водой. Хотите с шампунем, хотите без. Я просто его щеткой почистила и немножко промыла. Его надо сушить 24 часа. Так, сейчас мы его просто вот так одеваем и закручиваем. Вот, появились наши режимы. Появилась медиа, экономический и вот этот BOSS, это мощный. На квартиру, да, 98 квадратов наша квартира, это трехкомнатная квартира. Зарядки я израсходую всего лишь 30% от 100. Я его держу там на батарейке, он там эти 30% своих дозаряжает и выключается сам, автоматически включается. Зарядки мне хватает вполне. Был момент, когда мы уезжали, мы куда-то уезжаем, я обычно отключаю техники из электричества. И мы приехали, я забыла его включить, несколько раз сделала уборку. 3-4 раза я, не заряжая, сделала с ним уборку. Потом, когда он уже сел, поняла, что он у меня не включен. 43 минуты он работает на автомате. На этом он работает 10 минут на мощном скорости, но мне кажется, он работает дольше. На этом эко-режиме он работает 83 минуты. Вот такой пылесос у меня. Пользуюсь им уже 3 года будет в апреле. Купила вот такая у него батарейка. Можете заскринить и посмотреть, какие у него там мощности. Кто разбирается, да? Он очень мощный, этот пылесос. 125 тысяч оборотов в секунду. Этот пылесос очень мощный. Вы знаете, вот эта насадка, например, у нас белые матрасы, да, когда мы меняем постель 2 раза в неделю, да, я обычно это делаю. Я каждый раз пылесошу матрас, и каждый раз вот этот пылесос собирает мне очень много пыли с матрасов. Я не знаю, откуда эта пыль берется, но этот пылесос очень много пыли собирает. Вот такой пылесос у меня. Если кто думает, какой пылесос ему купить, если вы будете одна ими пользоваться, я могу вам посоветовать этот пылесос. Купила я его в 2019 году, апреле месяце. Сейчас будет в апреле 3 года. И у него док-станция, она прикреплена к стене в кухне за холодильником. Я вам покажу потом. И сразу я после уборки прочищаю вот этот контейнер. Вот такую глобальную уборку, фильтр чистить, да. Я не часто делаю, раз в месяц, 2 раза в месяц можно это сделать. Главное, вот здесь вот этот контейнер надо очищать после каждой уборки. Раз начала, давайте я вам покажу, как я очищаю вот эту щетку. Честно говоря, эту щетку чистить не так легко. Саму щетку, видите, вот здесь у него ключ. Вот мы сейчас его прокрутим. Мы ее открыли, видите, она выпрыгнула. Мы ее вот так снимаем.
Вот так снимаем эту щеточку. Вот здесь, конечно же, будет и шерсть кошачья, и волосы, да, мы его прочистим. Можно его чистить водой. Вот здесь внутри находится какой-то двигатель. Главное его не намочить, а здесь можно промыть его водой. Так, самая опасная штука в этой щетке, вот этот мотор. Это мотор, это щетка электрическая, как я объяснила. Он сам выбирает, регулирует высоту, когда пылесосите. Вот этот мотор, из-за этого двигателя прочищать вот эту часть очень сложно. Надо очень аккуратно вот эту зону прочищать. Я вот так одеваю на этот мотор влажную тряпочку, что щеткой, что с этими шашлычными палочками деревянными. Чем я только эту щетку не чищу. Вот здесь именно вот эта зона очень трудно чистится. Смотрите, она уже у меня ударилась, побилась. Да, 3 года уже пылесос, конечно же, он свое отрабатывает. Вот. Одевается она точно так же. Для тех, кто живут в Европе, я купила этот пылесос в этом медиамаркете. Вот так надо закрыть. В медиамаркете, когда он только появился, там вот это именно серия. И я очень довольна. Где можно его купить? У кого есть магазин Медиамаркет, вот там можно его и купить. Я вам, если кто в поисках хорошего такого мощного пылесоса, мне кажется, он сможет за один раз убрать дом до 200 квадратов площади. Я вам его рекомендую. Очень хороший пылесос. Еще, девочки, хорошо, что я вспомнила. Вот этот сам мотор, двигатель этого пылесоса. Конечно же, все, что мы всасываем, попадает сюда. Здесь внутри циклон, вот циклоновый фильтр. Вдруг, не дай бог, вы пропылесосите сюда, сюда попадет вода, этот пылесос может взорваться у вас на руках, потому что в мотор попадет вода. Пожалуйста, будьте осторожны. Любыми такими беспроводными пылесосами, у которых вот здесь находится, над циклоном находится мотор, вы должны быть очень аккуратны. Не позволяйте детям своим пылесосить с этим пылесосом, где влажность, где вода может быть пролита, да? Должны очень быть аккуратны. Вот таким образом будьте осторожны сюда, чтобы не попала вода. Вот такой пылесос. Dyson V11. Абсолют. Почему Абсолют? Есть Абсолют Pro. Почему Абсолют? Абсолюту ходят вот эти вот насадки. Вот. Не к всем пылесосам Dyson идут такие насадки. Так, эту штуку я покупала отдельно. Это не входило в комплект. Входил в комплект вот это все. Вот эти насадки. И еще ручка, чтобы сюда одеть одну насадку пластиковую. Я сейчас не знаю, где она. Она где-то, наверное, в коробке лежит. Она не нужна, я ее не использую. Она, знаете, для чего? Сюда, чтобы одеть вот одну кисточку, вот одну насадку. Эту или эту. Но когда вы пылесосите под диванами, под креслами, она цепляется, и эту трубу вам можно согнуть, потому что она алюминиевая и очень хрупкая. Ну, каждую деталь с этого пылесоса можно купить отдельно на сайте Dyson. Так что я могу вам порекомендовать этот пылесос. Это мой честный обзор. Не могу это слово вспомнить. После 3 лет использования этого пылесоса я осталась довольна. Если бы у меня сейчас стоял выбор, какой купить пылесос беспроводной, однозначно Dyson. Однозначно Dyson. Так что желаю вам всем, девочки, мира и добра вам. Желаю вам здоровья, берегите себя, не экономьте на себе и на своем удобстве. Если нет возможности, делайте так, чтобы эта возможность у вас была. Накопите, не знаю, не тратьте деньги на ненужные вещи, хлам, все такое.
Желаю вам мира и добра. Всем пока-пока.